Раз, раз, раз. Добрый день. Проверка качества звука. Раз, раз, раз. Так, в телефоне себя слышу, отлично. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Экзотанкисты и экзотанкистки. Члены мафии. Танкисткой, да, экзотической. Прям хочется сказать экзотическая, но на самом деле это неправильно. Экзотанкисткой. Добрый вечер, мистер Мойс. Добрый вечер, иллюзия. Ждем всех остальных потихонечку, да. Сегодня у нас с вами, как обычно, Геннадий. И сегодня у нас пятничный стрим. Стандартный пятничный стрим. Сегодня 15 января 2021 года, 19:00 по Москве. И сегодня наш стрим называется... Сейчас посмотрю, как он называется. Да, Диабло, король маневренного боя. Здрасте, здрасте, мистер Деннис и мистер Капслок. Белка, я комар, прием, слышно с вами. Да, всем слышно. Согласен. Или, знаете, как в американских фильмах, да, про самолета, про летчиков, там, я гусь, там, гусь один, да, или там, какие там животные еще были. Ну, это всегда были птицы летающие, да, я лебедь, я гусь. Вот, все тут. Окей, чем мы сегодня занимаемся? Мы сегодня постараемся сыграть несколько таких... О, господи, что я нажал? Ужасно, что-то я нажал, у меня все мои великолепные любимые настройки слетели. Поэтому сейчас постараемся вернуться, да, как обычно ставим уровень громкости на 29. Все остальное у меня вроде стоит на ультрах. Ну, чтобы максимально было интересно стримить зрителям. Поэтому все поставили. По звуку. Здесь звук, в принципе, нормальный. Итак, чем мы сегодня занимаемся? Мы сегодня выполняем задания. Хочу сказать, что в среду мы выполнили сразу 3 задания, поэтому сегодня у нас только 2. И самое сложное задание у меня обновится только, получается, через 8 часов. Это примерно в 3 часа ночи по Москве. Завтрашнего дня. Вот, поэтому сегодня мы выполняем только 2 задания. Причем одно из них на Диабло. И не знаю, связано ли это с тем... О, мистер Деннис, добрый вечер, да. Давайте приглашаем. Связано ли это с тем, что мне сегодня нужно немножко рассказать о геймплее на Диабло. Но раз уж у меня такая великолепная возможность совместить приятное с полезным, то почему бы ей не воспользоваться, да? И после того, как мы сыграем на Диабло парочку-тройку игр, мы с вами сформулируем, что на нем нужно делать, да? Мы уже делали подобного рода видеоролики на разных танках. Даже немножко говорили о Диабло. Но зачастую в игру каждый день, каждую неделю, каждый месяц приходят новые игроки, да, и зачастую есть необходимость, да, и лучше всего, мне очень приятно то, что именно мне доверяют такую возможность рассказать новым игрокам о новых механиках игры, да, и о старых механиках тоже, чтобы максимально просто, легко интегрировать новую кровь в игру. Вот, всем спасибо. Капсик, ты все проспал. А почему проспал? Капсик же вроде проснулся. Окей, что ж. Сам чуть не забыл, как же я мог такое пропустить сейчас. Самое главное, это сегодня 15 января. И сегодня, как обычно, праздник, да. Мы не можем без праздников, потому что вся наша жизнь это праздник, да. И мы стремимся, чтобы вот любой день, нужно жить так, чтобы любой день, который ты захотел, становился для тебя праздником. Вот для меня сегодня праздник, да, и я сегодня буду праздновать День образования Следственного комитета в Российской Федерации. Официальный праздник такой, да, вот. А еще есть праздник посадки деревьев в Египте и Иордании. Всех вас с этим, конечно, я поздравляю, да, вот. Поэтому идем играть. Стартуем. Наверное, уже можно стартовать. Ха-ха-ха. Да, Мистер Мойс меня, видите, поддерживает. Что? Я, конечно, никак не связан с... О, Диабло уже пикнули, ну ничего страшного, значит возьмем старика. Поедем первую игру на старике. Сделали глоток чистой воды. Это всегда полезно и приятно.
И поехали первый разминочный. О, смотрите, игрок XXX, нижнее подчеркивание XXX. Сразу видно, что молодой, современная кровь, знаете, такая вот новая. Играет на Диабло. И может быть, да, он сейчас и нам расскажет. Или своими ну, окей, тогда. Может быть, своими действиями, да, вот данный игрок покажет нам какие-то уникальные элементы, до которых додумается сам игрок. То есть я так понимаю, что он сыграл ну, 1-2 игры максимум, да, в эту игру, потому что он первый уровень. И будем изучать, что же он нам такого расскажет, может быть, покажет. Ты не знаешь, о чем мы? Да, не знаю. Ну ничего страшного. Первая карта у нас это Нерио, потерянная колония, режим смертельная битва. Очень люблю данный режим. Поехали. Уже слышу звук. Отлично. Выезжаю с базы. Вот. Моя наклеечка с левого боку, с левого борта, она как была, так и есть. Очень рад, то, что она работает. И поехали. Так, видим. Из знакомых никнеймов только мистер Деннис, больше никого не помню. Ну, я думаю, что это ничего страшного нет. Все остальные друзья скоро подтянутся. Так, вот что мы тут придумали. Вот, уже вовсю готовы были заезжать, получается, в нашу территорию. Так, подстрелил. Давай-ка Вархаст, да, Вархаст. Какой-то интересный никнейм Вархаст, который я не сразу прочитал. Но вижу, да, то есть бой двух, получается, тяжеловесов. И смотрим. Стрелять будем в заднюю часть корпуса, чтобы нанести как можно больше урона. Скорее всего, данный танк еще не успел апнуть уровень, достаточный для того, чтобы у него пассивная способность срабатывала гораздо раньше. Да, именно поэтому. Вот вы что придумали, господа. Вот. Игрок под никнеймом Джин. Знаете, этот никнейм Джин напомнил мне персонажа из вселенной Tekken. Вот такой вот был персонаж. К сожалению, играл я в Tekken только когда был очень молодой, по-моему, Tekken 1 или Tekken 2, ну, максимум Tekken 3, да, но Джина я все равно помню. О, дабл килл. Супер интересно. Скажите, пожалуйста, если громко слишком, вы скажите мне, потому что мне кажется, что у меня немножко громковато. По субъективным ощущениям. Вот сейчас мы уже втроем, получается, атакуем дракончика, и он одновременно хилится. Что ж, либо мы сейчас его зажимаем и убиваем, либо нам нужно просто перестать атаковать втроем. Так, выстрелил, поставил на место и сейчас заряжаю бронебойный и буду стрелять в заднюю часть корпуса. Ну, с другой стороны, заднюю часть корпуса да, потише сделай. Вот я тоже чувствую, что есть такое, да? Есть такое. Что-то странно. Вот на 14 поставил. Потому что... ну вот когда у меня, получается, сбросились настройки, я прям почувствовал. Я не понимаю, не знаю, как вам объяснить. Но мне кажется, что те 29, которые у меня обычно стояли, это не те 29, которые только что я поставил. Это разные, типа, числа. Поэтому сейчас у меня звук стоит на 14. Ну ладно. Если бы можно было сделать 14,5, то сделал бы я 14,5. Итак, вижу компонент подбираемый, который дает армор. Не армор, а именно выживаемость. Подбираю и еду в центр. Хочу сказать, что из союзников у нас по количеству смертей примерно все одинаково. Единственное, что мы захватываем вражескую базу. Вот. Поехали дальше. Посмотрим, что тут у нас. Вот, вы что творите? Вечер салат, друзья. Диабло мощь. Харизматик Кэт, привет, аристократ. Диабло мощь, да, согласен. Тебе тоже вечер. Но я пока что это моя самая первая игра за сегодня, поэтому Диабло пикнуть не успел. Но у меня тут есть союзник на Диабло. Мы договорились, что мы посмотрим, как он играет, и может быть что-то для себя интересного возьмем. А потом, когда
будет следующая игра, мы постараемся самостоятельно его пик. О, смотрите, вот XXX, этот игрок первого уровня, получается совсем молодой. Вот, он пытается что-то сделать. Будем смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, знаете, вот... А что это? Танки немножко застряли, поэтому будем пытаться отстреливать самую наиближайшую цель. Хотя, на самом деле, так неправильно. Нужно стрелять в самую либо опасную цель, либо в самую с минимальным количеством текущей прочности цель. Вот, хорошо. Ой, мой молодой, хороший дружочек-пирожочек XXX выполняет великолепно свою роль. Убивает вражеские танки. Давайте прицелимся. Опачки. Зарядим бронебойный. Опа. Даблкил. Это прям супер. Супер классно. Супер классно. А где мистер Деннис? Получается, мистер Деннис поставил здесь бомбу, а сам спрятался. Смотрим, что из 5 вражеских танков двое еще резаются. Остальные где? Остальных что-то я не вижу. Вот. Либо это Вадимон, либо Орин. Давайте стрелять в Орин. Ой-ой-ой. Все, ультуем. Быстро покидаем точечку. Тараним. Постараемся отъехать отсюда задним ходом. Прижимаем заднюю часть корпуса к стене, чтобы никто взад меня не смог прострелить. Если кто-то и будет меня стрелять, то пусть стреляет мне вперед. Отлично. Смотрим. Ну, видите, танк у меня не супер быстрый, поэтому я выбрал другую тактику. Лучше стоять на месте, чем куда-то пытаться уехать. Потому что когда я куда-то пытаюсь уехать, именно стандартным способом, то меня могут расстрелять в заднюю часть корпуса. Но если я поеду задним ходом, то объедут и тоже расстреляют. Всем привет, мистер Борис. Привет. Да вы шо, дайте мне последний выстрел сделать, я вас умоляю. Отлично, перед смертью я, конечно, забрал с собой в могилу вражеский танк, поэтому мне не так обидно. Смотрим, вот он, мистер XXX, нижнее подчеркивание XXX. Да, давайте посмотрим его счет. 6 ассистов, очень круто. Киви тоже 11 ассистов. Видимо, скорее всего, мистер Киви посмотрел ролик мистера Киви, да? Ой, мистера Кими, и теперь он стал таким же крутым игроком. Давно не играл. Лигус, привет, Лигус ТВ. Возвращайся тогда в игру к нам. Так, ульта у меня перезаряжается ровно минут, поэтому мы можем, в принципе, чаще юзать, чтобы передвигаться с одной точки на другую, да? Вот, и теперь смотрим, кто же где там стоит. Ближайший враг 180 метров, в принципе, может стрелять. Давайте зарядим бронебойный и пальнем. Когда у нас бронебойный, нам уже не важно, да, куда мы стреляем, мы можем и вперед, и взад. О, хорошо. Почему ты так часто на пазике играешь? Чем он тебе нравится? Я на пазике часто играю. Да не, вроде бы не часто. Но сейчас я хотел сыграть на Диабло. Просто Диабло пикнули раньше меня, и я такой взял первый попавшийся танк, потому что уже время, знаете, было... подходило к концу. Но, без сомнения, танк очень хороший. Мне он нравится. Он мне сразу зашел, как только он вышел, появился в игре. Мне нравится на нем то, что у него огромное количество урона с одного выстрела. Прям, мне кажется, одно из самых больших в игре, если не самое большое. Вот. Мне еще нравится то, что мне приходится, чтобы внести хороший импакт, да, мне приходится прямо выцеливать, да. Вот это моя способность Е, выстрел в ходовую, она летит как заряд, как боеголовка, да. И чтобы попасть, я должен учитывать, получается, траекторию движения врага. Ну и как бы, знаешь, это скилл показывает меня, что я вот Геннадий такой крутой, могу попасть. Да вы шо творите? Не люди. Вот поэтому, ну да, без сомнений, танк супер интересный. Мне он нравится. Попал. К сожалению, я не взял талант на ремонт. Обычно я его всегда беру, но сейчас не взял. Ну ладно, ничего страшного, значит,
отправлюсь в таверну. Так. Опачки, стоп. Сработал, но очень медленно я езжу. Как видите, у этого танка есть такая вот уникальная особенность. Ты едешь очень медленно, если ты подбит. Вот, только есть ультимативный, который может тебе помочь. О, хорош. Уничтожил всех противников. Давайте посмотрим счет. 6 киллов сделали мы. 6 киллов наш друг мистер Деннис. У него во лбу повышенный бронирование. Да, у него именно спереди одной из самых высоких единиц брони. Именно поэтому вот я когда стоял, получается, я заднюю часть корпуса прижимал к стенке прямо, знаешь, максимально, чтобы никто меня сзади не мог атаковать. Вот смотрите, мы получили 452 кредита, ну вот и очень круто, да, потому что вот 111 мы получили за бой, за первую победу дня это 200, сегодня я не играл еще, первая игра, командный бонус 15, потому что у меня один союзник и ускоритель 126, он получается, что умножает за бой и за командный бонус в 2 раза, видите как круто, ускоритель сработал. Вот, и наш союзник мистер Диабло, мистер XXX сделал 4 килла, 9 ассистов, все, в принципе, очень круто. Поехали дальше. Постараемся как можно быстрее пикнуть Диабло и рассказать вам немножечко о нем. Потому что наш стрип сегодня чуть-чуть тематический. Вот. Да и тем более у меня есть задание на победы. 3 победы на Диабло за сегодня. Поехали. Так. Знаете, что мы сделаем? Пока что игра ищется, мы возьмем и поменяем портрет себе. Мы будем сегодня киберснегурочкой. Хорошо. Все, 44, скоро игра должна найтись. Обычно, помню, 53 секунды. Бесит немного то, что только один человек может выбрать конкретную машину. А почему нет? Ну вот, мне это, например, очень нравится. Мне нравится действительно то, что... О, мистер аристократ, а вот и вы попали со мной в игру. Мне нравится то, что один танк на одном персонаже. Потому что, видишь, у танков настолько уникальные способности, да, что если взять 2 танка, допустим, 2 механика в команду, ты практически никого не убьешь. Потому что один механик хилит одного, другой механик хилит другого. Все, никого вы не убьете. В этом-то и прикол этой игры, то, что все танки настолько уникальны, и у них все механики такие вот специфические, что если их перемножить в 2 раза, то получается супер имба. Я вот... Кто-то берет твой аппарат, а тебе приходится брать что-то другое. Ну вот с этим да, кто-то берет, ну ладно. Значит тебе нужно, если ты четко знаешь, кого ты хочешь брать, то тебе нужно прямо изначально, получается, вот, выбирать танк. Скорее. Именно поэтому нужно иметь всегда про запас 1, 2, 3, а лучше уметь играть на всех танках, да, без сомнения. У кого-то есть различные предпочтения, но если на случай, если ваш танк будет пикнут, выбран, то вы должны уметь играть и на других танках тоже. У меня слегка только что пролагал. О, смотрите, мистер Деннис со своим крутым скином. Таким вот Тони Старковским, да, марвеловским скином. Поехали дальше. Итак, первая игра за Диабло за сегодня. Диабло очень определенного рода уникальный персонаж, у которого мощь основного орудия зависит от скорости передвижения. То есть, а мощь, что такое мощь? Да, давайте по слову мощь мы будем подразумевать damage per second. Такой показатель, который есть в различных играх, да. Это урон в единицу времени. Вот, это может быть либо в секунду, либо в минуту, либо в час, да, вот, неважно. Так вот, у нас выстрел, ну, от чего складывается damage per second? Это от одного выстрела, то есть один выстрел плюс сколько выстрелов сделает за определенное фиксированное время, да, то есть получается урон, единица урона всегда одинаковая, одна и та же, да, то есть за выстрел там n единиц наносит, но
чем быстрее стреляет, тем общее количество урона за минуту, за час, за секунду больше. И поэтому у данного танка, то есть очень часто меняется вот эта вот скорость стрельбы, и она привязана к скорости перемещения, к линейной скорости перемещения. И вот это вот его уникальная механика, которую нужно всегда помнить. То есть данный танк, он очень крут, если он стреляет в вас на большой скорости. А если он стреляет в вас стоя на месте, ну это получается не совсем круто, да? То есть играя точно так же, как ты играешь на старике, ты на этом танке, скорее всего, проиграешь, потому что ты даже половину потенциала танка не раскроешь. Вот, в этом-то мне тоже очень нравится данная игра. Тем, что характер у танков совсем уникальный, и их нужно обязательно раскрывать. Кто быстрее берет, того и тапки. Получается, что так, да? Вот видите, когда я стреляю либо на малой скорости, либо практически неподвижно, то скорострельность очень низкая. И это очень круто. Вот. И смотрите, когда мы играем на других танках, мы можем себе позволить такое, что мы проезжаем, останавливаемся, разворачиваемся, едем задним ходом, да? На танке Диабло такого делать категорически нельзя. Если вы с кем-то столкнулись, вы должны продолжать ездить, но вы никогда не должны уезжать задним ходом. Вы всегда должны уезжать передом, чтобы как можно быстрее уехать и как можно раньше развернуться и поехать в другую сторону. То есть практически вот так вот делать на Диабло вот никому не советую, потому что задний ход всегда гораздо медленнее. Вам нужно всегда делать так. Вы наметили себе жертву, наметили себе цель, ждете, как только будет ближе 200 метров, нажимаете ускорение, ну, то есть правой кнопкой мыши, вот эта способность, да, вот эту, если она не в кулдауне, начинаете стрелять. И если вы видите, что вы танк убиваете, все хорошо. Если не убиваете, то можете нажать вот это ускорение и таранить вражеский танк. Если вы четко понимаете, что все ваши активные способности в кулдауне, вы просто едете в его сторону, стреляете, вот как сейчас, да, стреляете, и проезжаете мимо. Мимо проезжаете, вот так вот, разворачиваетесь вдалеке и едете в обратную сторону. Знаете, геймплей походит на, знаете, вот был фильм в свое время, «История рыцаря» назывался. И там снимался Хит Леджер, молодой Хит Леджер, и он был рыцарем, оруженосцем, который переоделся в рыцаря и выдавал себя за рыцаря, да. И там сам процесс, получается, вот это вот. Представьте себе, что вы рыцарь, и вот он враг. Вы на лошади проезжаете мимо, пронзаете своего врага и едете, скачете дальше, разворачиваетесь, делаете то же самое. Это вот уникальный танк, на всех других танках так делать не нужно, но вот конкретно на данном танке это вот самый лучший, самый эффективный вид геймплея. Класс, команда клоунов попалась. Ну, не надо. Вот видите, вот, допустим, XX, вот этот молодой игрок, да, вот, он с нами уже играл в прошлой игре. Я точно знаю, что этот игрок первого уровня, поэтому ничего страшного в этом нет. Так вот. В принципе, я вам рассказал о... Так, все. Пока что я убивал, я не хотел. То есть, знаете, я зажал такое дыхание, и затаил дыхание, и вот убивал. Смотрите, по поводу способностей. Вот, чтобы стрелять, у нас такой есть миниган у танка. Левой кнопкой мыши нажали, и все, круто, отлично. Правая кнопка мыши — это импульсные патроны. Заряженные патроны наносят в 2 раза больше урона. Время действия 6 секунд. То есть, когда вы... Лучше всего зажимать тогда, когда вы едете по прямой линии. Если вы виляете туда-сюда, лучше не зажимать правую кнопку мыши. Потому что, когда вы виляете, во-первых, вы можете потерять свою цель из виду, да, и вы можете потерять вот этот очень драгоценный ресурс в виде импульсных патронов. Да, то есть, лучше всего нажимать тогда, когда вы на прямой линии. Вот, и когда враг не может от вас спрятаться, да, вот. И вот эта способность на ускорение тарана, да, вот. Этот таран, в принципе, тоже очень важная способность. Сейчас покажу, как работает. Вот, мистер XXX. Видим, да? Ох, вы что творите? Ох, ладно. Как обычно, Геннадий нажал способность раньше времени.
Вот тогда, когда ее не надо было нажимать. Но вот эта способность, ускорение тарана, она хороша тем, что вы въезжаете во врага и наносите урон за счет именно за счет того, что у вас спереди на танке появляется такая вот штука, которая впивается в корпус и наносит дэмэдж. Вот эту способность можно использовать как для того, чтобы на ранних левелах ускориться, то есть либо быстрее доехать до точки, либо быстрее убежать, так и для того, чтобы быстрее уничтожить врага. То есть вот смотрите, на базе нажал, все, быстро ускорился, выехал из базы и гораздо быстрее доехал до точки. Круто, круто. Время перезарядки очень маленькое. Можете нажимать, можете спамить, ничего страшного в этом не будет, да? Вообще нельзя бояться нажимать эту клавишу, эту кнопку. Она прям для того и назначена. Она многофункциональна. Вы и атакуете с этой кнопкой, и убегаете с этой кнопкой, и едете для того, чтобы захватывать кнопку. Ох, как хорошо было сыграно. Просто гениальный Геннадий сделал все, что можно было сделать, да. Трипл килл, вот он наш друг, XXX первого уровня. Сильно видите, как только начинается езда именно по зигзагам, мы немножечко теряем в линейной скорости, и за счет потери линейной скорости мы теряем свою скорострельность. И это не есть хорошо. Ща. Вот. Лучше всего нажимать и атаковать при линейном... Ох, смотрите, какой хороший игрок. Господи, как я ненавижу тупых союзников. Но танк классный. Ну, тупые союзники, они бывают всегда, да, зачастую. Ну, лично у меня бывает такое, что когда я хорош, то тупые союзники это... Когда я очень хорош, то у меня в команде тупые союзники. Когда я плох, то тупой союзник получается я. Ну, вот у меня лично такое, да, поэтому... Вот. Танк, конечно, мы начали обозревать, я не закончил. Сейчас пойдем в следующую игру играть. И я обязательно надо... Ох, вы что, смотрите. 11 киллов чисто сделал, красавчик. Мистер Деннис 7 киллов сделал, тоже красавчик. Сейчас поедем в следующую игру. Я продолжу свой обзор данного танка. Расскажу о дальнейших различных его особенностях, которые вы, конечно же, можете использовать при игре за данный танк, да. Вот. Но это вот то, что я вам рассказываю, это мой субъективный опыт. Вы можете использовать его по-другому, как вам удобно. Видите, я вот считаю, что вот способность, допустим, разгон, она применима как для того, чтобы выехать быстрее из базы, как для того, чтобы скрыться от противника, так же, как и догнать противника, да, вот. Очень множество применений. Как хотите, так и применяйте. Кулдаун способности очень маленький, 30 секунд, это прям практически ничто. По сравнению с такими размерами карты, вы даже до половины не доедете, у вас уже откулдаунится ваша способность. Вы еще раз можете использовать. Вот. Основное орудие я уже рассказал, о том, что оно скорострельность зависит от скорости передвижения. Это прям супер классно, да? Вот, импульсные патроны тоже рассказал, что нужно обязательно ее нажимать, но только тогда, потому что она, так как импульсные патроны длятся ограниченное количество времени, а именно 6 секунд, лучше всего нажимать тогда, когда вы, во-первых, враг всегда виден, вы тоже видите, вы имеете прямой контакт с врагом, да, и тогда, когда вы стреляете и при этом передвигаетесь по прямой линии. Если вы едете по зигзагом, то линейная составляющая вашей скорости, помните физику, да, вот давайте вспомнить теормер, да, когда вы едете по зигзагам и быстро туда-сюда меняете направление, у вас получается, вы за счет трения вы уменьшаете свою скорость передвижения. Вот. Если вы едете в одну сторону, у вас все гораздо проще. Вот. И ультимативная способность. Вот о ней сейчас еще не рассказал, но сейчас расскажу, да. Сейчас у танка Диабло ультимативная способность — это сейсмический взрыв. У этой способности есть определенный радиус применения, то есть вы можете его использовать не только на одного врага, а на группу врагов, если все находятся рядом. Причем, насколько помню, у этой способности тип урона он абсолютный, то есть вам совсем не важно, в какую часть корпуса вы используете эту способность, да, вражескую. Либо он стоит вам передом, либо боком, либо задом. Мы всегда привыкли в этой игре, да и в других, да, что нужно стрелять обязательно в заднюю часть корпуса. Но способность... мистер XXX взял Диабло, ну ничего страшного, пусть тогда данный игрок играет. Ему, видите, он понравился. Я тогда возьму Тесла,
Но я все равно расскажу, да? Вот, по поводу ультимативной способности у Диабло. Вы видите, что несколько врагов в одном месте. Нажали, ультанули, много урона. Есть определенный радиус, вы должны четко... Там написано, я правда не помню, там написано. И вы всегда знаете, на каком расстоянии от вас находится враг. Потому что это тоже пишется над врагом. Если вы видите, что он внутри, нажимаете, уничтожаете. И неважно, спереди, сзади, сбоку. И это очень сильная способность против очень бронированных танков. Чем более бронированный танк, тем сильнее эффект, тем лучше. Потому что бронированный танк, он защищает только от физических снарядов, а от абсолютных нет. Этот танк в лобовом столкновении проигрывает почти всем. Ну, смотри, да, любой танк, практически любой, в лобовом столкновении может проиграть любому танку, если у него не в кулдауне все способности, да, вот, и вот это лобовое столкновение, видишь, тут проблема в чем, да, вот лобовое столкновение это только один из типов взаимодействия, да, есть же ведь не только лобовое столкновение, есть, это одиночное, 1x1, да, ну, с одной стороны. Но мне кажется, что именно 1x1 при максимальном уровне, при лобовом столкновении, именно танк Диабло один из самых сильных. Мои субъективные ощущения, да? Потому что у тебя есть все способности, у тебя есть очень бёрстовый, быстрый, дичайший урон. Ты можешь его очень быстро нажать, и человек просто вражеский просто не успеет отхилиться, к примеру, да? Но почти всегда, практически всегда такого не бывает. Всегда есть ситуация, когда враг не один. Всегда ситуация есть, когда ты едешь на него, а он, допустим, прячется. Либо он вас с кем-то поджидает. И в таких ситуациях, конечно же... Вот. Ага, Амадеус хилится, нужно быть внимательнее. Вот. Поэтому... Да, без сомнений. Ой-ой-ой, что-то я ошибаюсь. Надо что-то сделать, надо уехать. Вот Вадимон меня стреляет. Не стреляй! Пока что я разговаривал с вами и рассказывал о эффективной форме взаимодействия, да, об эффективной игре. Я сделал ошибку большую. Я на танке, который наносит быстрый смертоносный урон, заехал в кучу врагов и меня снесли. Да, вот. Поэтому такие вот дела. Вот. Поэтому, да, без сомнений, смотри, каждый танк, у него есть какая-то определенная уникальная механика, да, и он силен в чем-то, допустим, в лобовом столкновении силен, а в других типах столкновения не силен. Да, вот смотрите, Вадимон, как он играет. Не успели, да, мы нанесли, получается, дэмэдж. Вон кто-то там хилит, да. Ну, давайте, знаете, чем займемся? Мы займемся тем, что будем пользоваться преимуществом на наших союзников в количестве людей и будем отстреливать врагов поодиночке. Потому что видим то, что вот именно так. Вот смотрите, Амадеус, да, вот на нем сверху вот этот эффект висит, означает, что у него работают импульсные патроны. Так. Отлично, уничтожили. Поехали дальше. Вот смотри насчет, вот еще мысль есть, да. Иногда бывает такое, что один танк, вот есть два танка, которые поодиночке двум другим танкам проигрывают. Но если они становятся вместе, то они вдвоем выигрывают двух других танков, тех же самых, да. И это называется эффективность взаимодействия. Я бы назвал это эффективностью взаимодействия. И это очень круто. Очень круто, что вот возьмем, к примеру, вот этот танк, да, вот на котором играет Ромка. Это вот танк, который один, когда играет, он прямо не особо много дэмэджа наносит. Но как только он входит в пару с любым другим дамажащим танком, то это становится прямо такой лютой-лютой хотел сказать слово имбой, но, наверное, имба это, ну, прям плохое слово. Но это прям лютое комбо. Вот мистер Амадеус кастует свои способности. Так, Амадеус. Нет, не умрет. Или умрет. Так, у меня осталось совсем немножко хп, 40. Попытаемся куда-нибудь уехать и попытаемся пойти забрать, во-первых, броню. Вот этот вот предмет, да?
И, во-вторых, попытаемся немножечко постоять. Ну, почему пытаемся? Мы так и сделаем. Мы постоим на автомойке. Вот. Поэтому... Самое интересное, да, вот эти танки, вот, типа механика и киборга, они очень-очень сильно, у них, знаешь, эффективность возрастает с уровнем игры союзников. Чем сильнее союзники, тем эффективнее получаются эти танки. Примерно так. Ультимативная пока у меня в кулдауне, поэтому сейчас поедем и будем поодиночке всех врагов вырубать. Видим, что мистер Деннис, наш союзник, прямо в пекле, в центре событий. Его уничтожили. Ай-яй-яй. Тут прямо их много. Что-то надо придумать такое интересное. Алексей Сухов. Задний часть корпуса стрельнули. Нет, не получится. Хилится, хилится, хилится. Либо он сам хилится, либо его союзник использовал хил. Аристократ. Сейчас подумаем, что мы сейчас можем сделать. Их тут много, ультимативной нет. Я бы сейчас тоже кастанул бы ультимативно. Вот мистер Амадеус. Надо догонять Амадеуса. Догонять Амадеуса. Еле-еле попал. Смотрите, вот у моего танка тоже есть очень такая вот уникальная способность. Если у всех других танков примерно одинаковый разброс снарядов, то у моего танка разбор снарядов, он очень сильно увеличивается с уменьшением расстояния до врага. Вот. Чем дальше я, получается, стреляю, тем сильнее мне разброс снарядов. Поэтому мой танк, он очень сильно зависим от того, насколько близко я, получается, нахожусь к врагу. А вот возьмем, к примеру, танк типа старика, у него, по-моему, порядка 400 метров дальности, да, у нас только 100. Причем при 100 метрах левой кнопкой мыши вообще невозможно попасть. Вообще, ну типа, разброс такой, как будто ты стреляешь из дробовика. Поэтому данный геймплей за данный танк, по сути, вынуждает меня напрямую подъезжать к врагу. Итак, давайте посмотрим. У врагов у нас осталось по 3, 4 хп. Ну, на самом деле, мне кажется, мы немножечко проигрываем. Потому что общее количество респаунов у врагов чуть больше, чем у нас. Нужно как-то более командно играть, либо меньше умирать. Ну, друзья, ждите меня. Я думал, что я выигрываю. Оказывается, ничего такого нет. 300 метров. Да, вот точно 300 метров. Я просто не все циферки помню. Вот. Вот, и самое такое, знаете, вот важное при игре в данную игру помнить, да, что как только ты меняешь танк, то у тебя полностью меняются все паттерны эффективного взаимодействия с врагом и союзниками, да. Вот я привык, что на танке старик нужно, ну ты быстро не доедешь никуда, тебе эффективнее стоять на месте. А вот на танке Диабло, то давай-ка ты нажимай кнопки, доезжай, обгоняй, все дела. Вот, у Тесла, да, эффективный тип взаимодействия это то, что ты должен въезжать вплотную к врагу, прям вплотную, насколько это можно, да. Вот, возьмем точно такой же танк, как Тесла, его брат, Клинок, то там у тебя очень высокая дальность стрельбы, ты можешь вообще вплотную никогда не подъезжать. Поэтому, вот, и тот, и другой танк вроде бы совсем похожие, но и не похожие одновременно. Мистер Ромка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ошибаюсь очень жестко. Надо что-то такое придумать, чтобы больше не ошибаться. Мы очень мало убили игрока Хайоко. Хайоко очень мало раз умер. Только способности некоторых могут быть дальше 300 метров. Ну, типа того, да. Я не помню, какое расстояние эффективное у старика. Надо посмотреть, да. Действительно. Ну что ж. Выезжаем. Ну, смотрите, опять же, да. Вот, вот я играю сейчас на Тесле. На Тесле, если левой кнопкой мыши, вот видите, стреляет, ну вот в такую
по сути, когда мы стреляем, у нас, если вспоминать физику, да, получается, есть некоторое облако вероятностных нахождений электрона, да, вот есть облако вероятностей, да, вот у нас облако вероятностей попадания молнии. Но как только мы нажимаем и стреляем через правую кнопку мыши, то мы это облако, получается, уменьшаем до прям вполне такой конкретной точки. У нас уже не облако, а точка. У старика 300. Ну, спасибо большое, что посмотрел, потому что я мог и забыть. Вот, видим то, что враги кучкуются вместе. Вот Вадимон. Ой-ой-ой-ой-ой, получается, я ошибаюсь, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Надо что-то сделать такое, чтобы и уехать подальше. Так, нажал кнопки все. Все, уезжай. Вот министр Алексей Суслов. Ух. О, нет. О, нет. 40-30. Нет. Нет. Все, это была моя последняя жизнь. Ничего не успел сделать. Видите, меня враги, получается, обманули. Они такие, знаете, они так встали, получается, распределились по своей карте, что они спрятались за препятствие. Я подумал, что здесь один враг заехал, начал его атаковать. Меня с двух сторон зажали еще два. И вот как хорошо, кстати, играют. Вот Вадимон был для меня, получается, наживкой, а вот все остальные меня раз и захавали потом. Хочешь сказать, что молния ищет путь меньшего сопротивления? Да, типа того. И это прям круто. То есть мы смотрим, да, и действительно, что молния так на самом деле и бьет. Это супер интересно, такая механика, то, что она есть. Вот. Вот возьмем, к примеру, да, вот у Диабло у тебя скорость атаки, она может увеличиваться. А если мы возьмем, допустим, того же самого дракона, так у дракона же ведь атака-то какая она? У тебя луч непрерывный. И как ты увеличишь скорость атаки луча? Да никак, потому что это луч. Вот, и это совсем другая механика. И чтобы прервать луч, тебе нужно просто спрятаться. А если, допустим, возьмем способности шторма, чтобы в тебя не попали штормом, вот у тебя один залп и сразу 8 выстрелов с одного залпа. Вот такая вот интересная механика. Смотрим, господин XXX, нижнее подчеркивание XXX, молодой игрок, кстати, вот. Никак не устану повторять. Люблю следить за молодыми игроками. Смотрим, что же делает данный игрок. Итак, по скорости передвижения могу предположить, что игрок взял талант на увеличенную скорость передвижения, линейную, да, вот кардан, и едет. Тогда у Теслы, у клинка должен быть автоприцел. А почему автоприцел должен быть у Теслы и клинка? Ну, автоприцел есть у Шторма, потому что он уникальный танк. А и Тесла, и клинок, у них автоприцела нет. Ну, они просто другие танки. Не знаю, клинок точный, да, клинок очень точный. У клинка тоже молнии, да, но у него по-другому работают эти молнии. Причем у клинка два типа молний. Есть и зеленые, и красные. Вот, смотрите. Игрок XXX, нижнее подчеркивание XXX, пошел по нашему гайду, не стал врезаться вплотную во врага, а начал кружить вокруг него. И хорошо сыграно. Тесла терпимо. Клинок точный, Тесла терпимо. Ну, Тесла терпимо, да, но мне нравится геймплей за Теслу. Знаете, он хороший геймплей, он как будто ты... Такое ощущение, что стреляешь из дробовика, но мне все равно он нравится. Я прям действительно его люблю. Вне зависимости от того, что у него очень широкий разброс, я его все равно люблю. Это хороший танк. Смотрите, одну игру сыграли, поехали искать следующую на Диабло. Нужно еще 2 игры сыграть на Диабло и выиграть. Но если молния бьет по пути на меньшее сопротивление, то логично, что отрабатывает автоприцел. Ну, наверное. Но опять же, смотри, мы говорили о том, что она бьет по пути наименьшего сопротивления, только чтобы объяснить механику, да? Вот я рассказывал, что есть множество вероятных точек, куда она попадет, да? И просто рассказывал вам. Подождите, что за ерунда? Почему я нажать играть не могу? А я не говорю, что именно так работает, да? А подождите, а что за ерунда? Что такое? Все нормально, все. Я уже, у меня кукуха у стримера едет. Смотрим.
Вот. Вот такие дела. Ты тоже не можешь нажать, и все нормально. Да, это было буквально, знаешь, секунд 10. Это все было. Сейчас вроде нажимается. Сейчас постараемся максимально быстро, знаете, нажимать, кликать левой кнопкой мыши и попытаемся попасть и забрать Диабло. Потому что нам нужно сыграть. Вот смотрите, Диабло это вот один из тех первых танков, на которых нужно учиться играть, да. Вот. Наверное, самый лучший танк для обучения в игры, к игре это Диабло. Некоторые считают, что это Шторм, но у Шторма, видите, механика. Ты действительно на Шторме играя, ты чуть быстрее учишься, но она настолько уникальная, механика стрельбы Шторма, что эти знания пригодятся только при игре за Шторма. А вот, наверное, самый первый танк, вот если вы, новичок у меня сказал, вот, Геннадий, хочу научиться играть, кого пикать? Я бы сказал, бери Диабло, и все будет у тебя в шоколаде. Научишься играть на Диабло, поймешь специфику, да, потому что Диабло, он учит такому понятию, как скорость. Он учит такому понятию, как дальность атаки до 200 метров. Он учит такому понятию, как ускорение, там, ты много чего понимаешь. Ты понимаешь, что есть такие механики, и эти же вещи ты можешь использовать в других танках. На механике учиться играть сложно вначале, потому что ты не понимаешь, как она работает, от чего зависит урон, куда наносится урон, как это все делать. Я когда говорил про лобовое столкновение, я о том, что Диабло для урона важно быстро ехать, а многие танки имеют возможность остановить машину, чтобы превращать Диабло в грушу для битья. Нормальный игрок не будет врезаться сразу и объедить столкновение. Ну, кстати, да. Так, прошу прощения, мне звонят, но я откажусь, да? Вот. Да, согласен, да, вот. Именно поэтому, если, вот видишь, ты правильно пишешь о том, что есть танки, которые имеют возможность тебя остановить. Например, выстрел в ходовую от танка Старик. Поэтому тебе на Диабло нужно, видишь, какая красота игры. То есть ты должен разгоняться и вырезаться в танк, и при этом ты должен учитывать возможность, что тебя остановит. Ты видишь по игре, ты смотришь, да, что у врагов, допустим, из контрпиков есть там 3 танка. Один из них киборг, второй из них диверсант, а третий из них, допустим, Старик. Ты видишь, что диверсант только что нажал свою вот эту вторую способность, видишь, что Старик тоже нажал способность. Ты понимаешь, что у них есть кулдаун, в голове держишь эти кулдауны, видишь, да, в цифрах, они у тебя в онлайне, в голове в твоей крутятся, и ты, опа, сейчас самое время, чтобы нажать и разогнаться. Ту-ду-ду-ду-ду-ду, да, или ты видишь то, что танк не смотрит на тебя, он занят, и он воюет с кем-то другим, да. У разных танков скорость разворота башни очень отличается, очень сильно отличается. Самая быстрая скорость разворота башни это у Диабло, вот смотрите. Это просто самая быстрая скорость разворота башни, ни у кого такой нету. Вот если возьмете Старика, то вы полчаса будете разворачиваться, полчаса туда смотреть, и вы должны использовать эту уникальную механику. Вы должны крутиться вокруг медленных и сильных танков, вы должны, получается, наделывать такие круги, вот так вот, обстреливать, получается, вот так вот. Он просто будет держать дистанцию. Да, вот. Поэтому... Видите, чем толще танк, чем больше у него брони, тем больше получается, ну, если вот грубо говорить, то тем больше вес башни. Чем больше вес башни, тем медленнее она вертится. И надо это использовать против врагов. Вот у меня пока что таланта на скорости передвижения нет, поэтому я еду относительно медленно, да, вот. Но как только ее возьму, то у меня зачастую будет даже сложно попасть. Видите, я сейчас в него стреляю, он под действием бафа. Это так себе. Это плохо. Нужно дождаться, когда баф спадет, и тогда его обстреливать, заднюю часть корпуса. Ой, хорошо, ой, хорошо. Вот, смотрите, по поводу контроля расстояния, да, вот возьмем, к примеру, тот танк, которого мы только что убили. Вот этот танк, он супер классный тем, что если он поставит ультимативную, весь урон исходящий вообще никак не проходит. И тебе, по сути, вот эта вот способность, купол, она заставляет тебя заезжать внутрь. А представьте себе, что два игрока вдвоем играют. Один играет на страже, а второй играет на диверсанте.
Вот страж поставил купол, и чтобы хоть какой-то урон нанести, вам приходится заезжать внутрь купола. А диверсант взял и внутри купола поставил свои минки. И купол, он как бы немножко искажает пространство, ты не особо видишь хорошо, заезжаешь, сразу же получаешь мину. Как бы не заезжаешь, не наносишь урон. Заезжаешь, получаешь мину в лицо. Ну на тебе, типа взрывайся. Изи красота, какая красота. И игроки, которые понимают, как работает свой танк, как работает союзный танк, которые помнят примерно время отката всех способностей у всех танков, да, их очень мало, по сути, танков сейчас. Их порядка 10 штук. Способности все по 4. Их тоже всего 40 способностей. Нужно запомнить кулдаун всего 40 способностей и небольшое количество, получается, талантов. И все, вы просто король. Если вы помните кулдаун, вы можете атаковать тогда, когда враг не готов. О, хорошо, какая была красота сейчас. Видели, я в бок просто взорвал, и все. Поэтому, вот танк. Вот смотрите, я только что использовал сейсмический взрыв. Смотрим, да? Сейсмический взрыв, максимальный урон 270. Как посчитать этот максимальный урон, да? Вот, один кубик 50 50 хп. Вот считаете, если там есть 2,5 кубика, то вы в принципе уничтожаете. Если 3 кубика, если 5 кубиков, вы изи сносите 5 кубиков за ультимейт. Если 6 кубиков, то не сносите. То есть вы должны четко понимать, да, почему вот эта вся система была введена. Я очень рад, что разработчики вот эти кубики ввели. Один кубик 50 хп. Смотрите, раз, два, три, четыре, 5 кубиков, нажимаете ульт, все, умер. Изи красота, изи красота. Вот. Но, с другой стороны, да, если вы на ранних левелах только что отлетели от ультимативной, да, вы помните, что 120 секунд, 2 минуты кулдаун, что в следующий раз вы можете прямо сейчас средственно проехать и набить стримеру лицо за то, что он сейчас без ультимативной будет воевать. Потому что она у него в кулдаун. Еще 50 секунд кулдауна, и вы делаете, что хотите с ним. Да? Или вот сейчас все другие способности тоже в кулдауне. Бейте. Красота какая. Вот. Самое интересное, что каждый танк, грубо говоря, слегка подкантривает какого-то определенного... Получается, каждый последующий танк немножечко контрит предыдущий танк, да, вот какой-то, да, но при определенных обстоятельствах. А при определенных обстоятельствах, при других обстоятельствах, этот же танк может контрить того же самого другого танка. И это прям супер красота. Получается, что Диабло один из самых лучших танков против очень высокобронированных танков. И в том случае, если они играют в соло-гейминг. У них соло-гейм, когда они поодиночке бегают. А лучше бы, когда было точное число и выглядело лучше. Ну, может быть, действительно, я не могу сказать, да, вот за всех, но мне кажется, видишь, там дело в том, что сейчас там это число есть, и это число показывает, во-первых, вот видишь, снизу число 2, это второй уровень у Денниса. Означает, что ты, когда видишь у врага число 2, ты понимаешь, что у него есть ультимативное. Если ты видишь, что число 1, ты понимаешь, что ультимативной у него нет. Потому что он еще не успел его апнуть. И это супер важно. Ты можешь его не бояться. Если ты видишь число 3, это означает, что сейчас у него хп немножко больше. На 10% больше, чем на втором уровне. Но если видишь число 4, это означает, что у него появился талант второго уровня. И он теперь по-другому играет. И он мог качнуть либо левый, либо правый. И, допустим, и зачастую этот талант, он очень легко угадывается, потому что некоторые из этих талантов либо увеличивают какой-то показатель, допустим, длительность определенной способности, да, либо увеличивает скорость передвижения, ну, как вот у Диабло. Ты видишь, что вот он супер быстрый, ты понимаешь, что все, красавчик. Опачки, смотрите, какой дэмэдж лютый. Вот, и вот это число, да, видите, если бы, допустим, вот, хп отображалось бы числом, то у нас бы было бы 2 числа. Видите, вот мы видим у Денниса 28, 28, и потом еще одно число показывалось бы, да, вот я считаю, да, я считаю, что такой вариант, он хорош, потому что ты видишь 2 числа, и у тебя в голове, а что за числа, а сейчас ты видишь одно число, это расстояние. И смотрите, вот число белое означает, что лично мое орудие достает, а число красное не достает. Так, я про ХП, а не уровень. Да-да-да, я согласен. Но я понимаю, о чем ты имеешь в виду, что ХП, конечно же, лучше смотреть в числах, но, опять же,
Тогда просто будет очень много чисел. Вот я к чему. Думаю, весело считать, сколько хп у стража. А на самом деле, лично я не считаю, честно. Я не считаю. Я считаю только тогда, когда остается там кубика 3-4. То есть я вижу, да, что я ему снял половину хп и вижу. То есть, ну, не имеет смысла считать кубики, если их больше 4. Больше 5. Ну, потому что в игре не существует таких механик, которые сносили бы тебе сразу 500 хп. Нет таких механик, да? Но зато есть механики, которые... Вот этот ультимейт у Диабло получает самая сильная способность. Она наносит 270 единиц урона. Вот, больше смысла ничего читать нет. Может, смогу откопать скрин. Значит, нормально видно было. Ну, может быть, да. Если откопаешь, было бы интересно. Так вот, господа, друзья мои. Играя за данный танк, да, всегда ваша основная задача всегда быть быстрым, маневренным. Как гласит название стрима, Диабло — это король маневренного боя. Так, смотрим, мистер Деннис воюет против мистера Амадеуса. У нас остался 1%, и нам нужно скорее что-то сделать, потому что если мы... Я, кстати, проигрывал такие игры, когда у меня было там 98, а у врагов там 60. Я никак не мог апнуть последние 2%, чтобы подать сигнал, и враги, типа, отыгрывали ситуацию. Конечно, неприятно. Но сейчас посмотрим, что можем сделать. Так вот, опять же, хочу, если вот кто-то будет меня из молодых смотреть, да, вы всегда должны помнить, что способности, вот любой гайд — это всего лишь способ. Это способ, да, вы не должны следовать просто любому гайду, да. Вы должны понимать, что в любой ситуации есть исключения, и иногда лучше сыграть по-другому. Вот, захотелось мне ускориться за счет тарана. Ускоряйте за тарана. Вы считаете, что за счет тарана вы быстрее выживете? Ну, выживайте. Это... Вот оно что, Михалыч. Подождите, я должен взорвать. Я должен. А, под 8, 7, 6, 5. Это очень большое время. О, божечки ты мой, аристократ. Подождите, если у меня сейчас я поиграю игру, это будет эпик фейл. Друг мой, Денис, захвати, пожалуйста, точку. Где ты едешь? Давай, Денис, езжай быстрее, езжай. Потому что там 1%, и там у врагов было 9... У врагов было 60, господа. Давайте выигрывать. Господи мой. Бог, что творится. Так, видим то, что союзник Матоуду заезжает. 99. Вот это капец. Короче, кто первый умрет, либо аристократ, либо Деннис, тот и проиграет игру. Вот это капец. Вот это капец, конечно. Я еду, друзья мои, еду. Если мой союзник справа тоже сдохнет, то мы проиграем. Я волнуюсь, из-за этого врезаюсь в стенки. Я сейчас тупо ничего не могу сделать. Если вот эти два моих союзника умрут, то все, мне габелла. Нет, я поеду влево, потому что там Амадеус. Ахахах, да, Сергей Шмелов. Есть такое. Живи, друг мой, живи. Вот здесь союзники тоже дохнут, и здесь дохнут. Мы там просто не убили, получается, аристократа. Вот он и, получается, кошмарит моих... Нет. Я проиграл. Видите, я же говорил, что я подобные игры проигрывал, где у меня 99, и потом, а у врагов 60. Просто потому, что чем позднее игра, тем выше цена поражения. То есть цена ошибки тем выше, потому что я 40 секунд в таверне сижу, мертвый. И такие вот дела. 40 секунд получается. Капец. Гена, спасибо за игру. Все, спасибо тебе, спасибо, Денис. Капец, катка потная. Капец, катка супер потная. Я просто проиграл, потому что 1% не хватило. 1 секундочки буквально. Такой миллисекундочки. Решил влететь на 99% Амадеус. Да, чисто вообще капец. Это просто капец. Меня уничтожили. Причем Амадеус
ну, знаете, подъехал под меня, ну, типа... И причем, самое главное, если бы я был бы первого уровня, я бы, может быть, и выиграл, потому что я бы 10 секунд всего лишь на базе сидел, а не 40. Я 40 секунд был на базе, и непонятно, что делать. Вот. Я бы скинул. Хорошо, я гляну потом. Спасибо. Интересно. Так, смотрите. Пока что... Я думаю, что за сегодня я не смогу выполнить второе задание, потому что, ну, 8 игр. 8 игр выиграть, это просто не unreal. Если я выполню хотя бы одно задание, хотя бы первое верхнее, то я буду супер рад. Вот. Смотрим, у нас есть Лешик. Он может быть как Лешик, а слово Леша, Алексей, да? Может быть как Лешик, а слово Леший. То есть, либо Лешрак. Лешик. Ог, Буга, Пулей, Трэш, Ресептакл. Алексей Суслов. А вот Алексей Суслов что-то мне знакомое. По-моему, я уже играл с ним. Либо за него, либо против него. Итак, у нас опять снова смертельная битва. Квери, промышленный комплекс. И, друзья мои, я еще не закончил свой обзор, потому что я только обозревал, только что, смотрите, вот я, получается, целый час с вами обозревал эффективные паттерны поведения, эффективные формы игры на танке Диабло. Вот. Но мы с вами не обсудили его таланты. Ведь дело в том, что если игра, она такая вот многогранная, и вот танк Диабло на первом уровне очень-очень сильно отличается от танка Диабло на втором уровне. Прямо как небо и земля. И очень сильно отличается от Диабло на четвертом уровне. Поэтому механика думает, что взять первой машиной. Я вроде не 0 в танковых экшенах. Ну смотри, по поводу того, какая первая машина, я честно говорю, аристократ, я не помню, какие машины продавались, а какие машины выдавались. Я настолько давно их купил, я точно не помню, какие танки, да. Вот мой пишет, не рекомендую брать первым, да, если играешь в соло. Может быть, нужно, да, прислушаться к Мойсу, потому что данный танк-механик, он прямо... Он супер силен, он невероятно, он очень сильный, но если у тебя союзники шарят, вот прям супер сильный, до невозможности, знаешь, до дрожи в зубах, у тебя зубы такие туда-сюда, ну ты понял, понял, да, аж скрипят, аж неприятно играть против этого персонажа, но если у тебя союзники что-то делают, он, ну, знаешь, в разных играх используют разные слова, ну типа, это именно саппорт, вот, поэтому дракон, механик, Тесла, клинок, старик платные. Но вот смотри, если бы я просто как только танки появлялись, я всех по одиночке покупал, по одному брал, да, но если сейчас мне интересует механик, Диабло и механик пока для меня самые интересные тачки. Но смотри, если бы я бы зашел сегодня в игру, и у меня был бы новый аккаунт, а старый бы мне, ну, типа, удалили, и мне пришлось бы покупать новые танки, то я бы, знаешь, кого бы взял? Я бы взял, наверное... Я бы по одному танку бы взял. Я бы взял дракона, я бы взял бы либо Теслу, либо клинка, и взял бы механика. То есть, смотри, по сути... Но я бы на самом деле механика первым танком не брал бы. Вот, я соглашусь с этим. Первым танком бы не брал, но я бы брал бы там либо дракона, либо Теслу, либо клинка. Вот. А потом, когда научился на них играть, уже бы играл на механике. Вот. Потому что механик, он зависим от союзников. Вот такие вот дела. Ну, за механик, знаешь, он такой геймплей. Вот видишь, вот опять же, да, возьмем, к примеру, Диабло и сравним его с механиком. Диабло максимально силен, когда он максимально быстрый и максимально подвижный. Механик максимально силен, когда он стоит на месте. И когда он вообще никакие кнопки не нажимает. Потому что когда он стоит на месте, он невидимый. И это, ну, супер смешно, да, кажется, что, ну, типа, как же так? Настолько противоположный геймплей должен быть в играх? Да, должен быть противоположный геймплей. И в этом и суть, в этом красота, великолепие. Потому что, когда механик вдалеке
больше, чем в 100 метрах от тебя стоит, и получается, и не двигается, он невидимый. И получается, врагу приходится немножечко гадать, где находится вражеский танк. Ну, типа ты смотришь, а где он может находиться? Либо тут, либо тут. Конечно же, видно, откуда стреляется более-менее, да? Но все равно, ну, есть, ну, то есть, механик — это танк, который должен выживать абсолютно во всех замесах. Чем дольше живет, получается, механик, тем дольше живут все его союзники. Да вы шо? Сейчас. Вот меня вот этот игрок Фалей нападает, а я сейчас, знаете, что сделаю? А я сейчас вот так встану. Развернусь. И заеду вот сюда. Не стреляй в меня, Фалей. Я люблю машины с ярко выраженной ролью. Сразу понятно, что нужно делать этой машине. Да, но если ты прямо любишь ярко выраженную роль, то, конечно, бери. Можешь, знаешь, что если взять? Можешь взять... Страж бесплатный, страж платный, напомните, пожалуйста. Вот если говорить о ярко выраженной роли, ты можешь пересмотреть стрим по дракону, потому что у дракона тоже очень ярко выраженная роль. Союзники захватили вражескую базу. Угу. Окей, хорошо. Выиграли мы. Так вот, смотрите. Я думал, что действительно эта игра будет проходить дольше, и я смогу побольше рассказать о талантах. Потому что именно таланты делают данный танк прям очень сильным. Так вот, поехали. Стартуем следующую. На первом уровне есть два выбора таланта. Это ускорение, линейная скорость передвижения. Это левый талант, стандартный, обычный. Да, то есть, чем быстрее вы движетесь, тем быстрее вы догоняете, вы убегаете, вы быстрее доезжаете до точки, захватываете ее, да, и тем быстрее в среднем вы наносите урон. Но есть и другой талант, правый. Он увеличивает урон от каркаса, от разгона. То есть вы, получается, весь ваш урон с левым талантом, он увеличивает ваш урон, растянутый по времени. То есть он не мертвый, не взрывной, а вот растянутый по времени. А правый талант, он получается, знаете, он увеличивает вашу точечный урон, который наносится за доли секунды. Раз в секунду и урон нанесся, да? И вот правый талант, он нужен для тех танков, для тех игроков, которые хотят уничтожать быстро, в секунду, да? И просто смотрите, почему это важно. Потому что вот возьмем тот же самый механик. Вот он может хилиться, и он хилится тоже долгое время. Если нанести урон быстро, он просто не успеет выхилиться, да? Вот. Каркас бесполезен. Вот. Ну, можно считать, что каркас бесполезен, да? Но вот, ну, может быть и да. Может быть и да. Зачастую я соглашусь, что действительно ситуации, когда нужно качать именно первый спел, гораздо больше. Примерно на 80%. Да? Соотношение 80 на 20, мне кажется, да? Вот. Вот. Так вот. Но таран нужен для того, что если вот вы видите, что ваш враг, он прямо... Если ты его прямо сейчас за одну секунду не уничтожишь, вот он пойдет, либо уйдет в невидимость, да, либо, может быть, он возьмет и захилится, а может быть, в него кинут способность виртуализации. В этом случае ты его никогда не убиваешь. Вот в таких ситуациях нужно брать талант на каркас. Вот. У Диабло, как по мне, лучше брать первый талант. Первый вариант на первом уровне прокачки, ибо за счет пушки ты урона больше вносишь, каркас скорее для фана. Чаще стреляешь. Да, согласен, абсолютно с вами согласен, да, но в процентном соотношении лично я беру именно так. Вот, но иногда, крайне редко, да, когда враги прямо, ну, совсем лютые, можно и вправо взять. Но чисто для фана. Вот, абсолютно с вами согласен, ну, то, что он для фана. Так вот, теперь второй талант. На 4 уровне прокачки. Давайте-ка вспомним, какие там вообще таланты. Есть урон от способности ультимативной, и есть урон от способности импульсные патроны. То есть импульсный патрон длится дольше, или сейсмический взрыв наносит больше урона. Так вот, смотрите, сейсмический взрыв — это урон в секунду. Он бёрстовый, а слово бёрст — это взрыв. То есть он в секунду наносит за долю секунды, и все умерли. Типа, вот это круто, вот это ты молодец, да? А вот импульсные патроны, он просто дольше действует. То есть получается, если опять же ситуация возникает, когда нужно заехать и за секунду просто всем сломать эти хлебальники, а слово хлебать хлеб, вот, то тогда лучше брать ультимативным. Но если вы хотите именно
Но проблематика ультимативная в том, что там кулдаун 12 секунд. Это огромный кулдаун. После 20 секунд огромный кулдаун. Если вы прямо чаще используете импульсные патроны, то берите их, потому что это тоже очень хороший талант. Видите, тут играйте как хотите. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, как вы договоритесь с вашими союзниками. Да, вот, если иногда нужно долго ездить и много урона наносить, а иногда все зависит от секунды. Здесь проблема в том, что идет выбор прокачки либо основного оружия, либо вспомогательного. Поэтому первый вариант и полезнее. Второй талант надо как-то дополнять, улучшить или вообще заменить. Ну, наверное, да. Наверное, да. Я понял, к чему ты ведешь. Ты имеешь в виду, что второй талант хорош, если... ну, то есть, ты хочешь сказать, что выбор практически всегда предопределен игроком. То есть, ты всегда хочешь брать первый талант. Если бы вместо урона перезарядку сокращала, уже более интересный вариант. Ну, вполне может быть и так, да. Так вот, и еще смотрите, господа, друзья. Когда вы нажимаете вот таран, есть небольшой штраф. Вы не... Пока что действует этот таран, вы не можете поворачивать. Это тоже нужно понимать, да? Что если вы надеетесь вилять, то у вас не получится вилять. Но по сути, знаете, танк... данный танк это как дрэк-рейсер. Дрэк-рейсер, вы прям в прямом смысле слова. Он очень хорош в таких забегах прямолинейных. Вот оно что. Сейчас разворачиваемся. И поедем снова. Но я сейчас должен умереть, потому что вариантов нет никаких других. Вот смотрите, какая красота, да? Я вот сейчас только что проехал мимо и даже не врезался, получается, не врезался во врага, но при этом я настолько ускорился, что этого ускорения хватило мне увеличить скорострельность свою и уничтожить танк. Какая красота! То есть я, по сути, получается, использовал таран не для того, чтобы таранить, а для того, чтобы ускориться. А ускорение дает скорость, скорострельность, и это тоже круто. И это круто. Кстати, я, по-моему, первый убил. Либо я его убил раньше, либо он меня убил раньше. Это, кстати, супер важно, да, если я убиваю раньше, я получаю опыт, а вот так не получаю. Вот это были небольшие размышления Геннадия о геймплее на таком танке, на одном из самых базовых танков Диабло. Кстати, если бы второй талант позволял делать небольшие повороты, типа усиленно ходовая, это уже не просто улучшение способности, это уже комфортное дополнение механики. Возможно, да, кстати, согласен. Возможно. Если бы второй талант на первом уровне был бы таким, что ты и поворачиваешь, то это, да, дополнение. Кстати, знаешь что, Харизматик Кэп, напиши-ка ты вот это вот свое улучшение в этот... Куда у нас пишут все? Это либо личка у иллюзии, либо Discord. В Дискорде, насколько помню, есть такое место, куда можно отправлять предложения по игре. Если напишешь, ну, лично мне кажется, что оно, в принципе, очень хорошо звучит. Я его считаю, что его нужно обязательно написать. Итак, победили мы. Неплохо. Ну да, позволял бы поворачивать. Игра супер быстро прошла, поэтому статистика у нас так себе. Эвелиш, Red Barrel. Что ж. Первое задание на сегодня мы выполнили. Хорошо, заработали. 30... Ну, скоро у меня будет 30 тысяч кредитов, получается. Там в Дискорде есть канал, можно, в принципе. Я считаю, что мало играю для идей, но нравится, то может. Да, почему бы нет? Это же идея, никто тебя за это ругать не будет. Конечно же, можно... Ты можешь ее написать, да? Но никто, конечно, не гарантирует, что именно это ведут, но почему бы нет? Почему бы нет? Так. На танках вот таких вот мы поиграли. Давайте-ка возьмем механика. Потому что у меня
первое задание за Диабло уже выполнено. Будем потихонечку выполнять второе задание. Я уверен, что за сегодня я его не закончу, потому что там 8 игр. Нужно выиграть за техников. Я поиграю и оставлю часть этого задания для следующего стрима. Вот так я решил. И сейчас буду играть на механике. И по сути сейчас будем пробовать раскрывать роль механика. Опять же у нас тот же самый режим, который маяков. Поле битвы, Нерию потеряна колония. Поехали. Попили водички. Водичку пить надо. Это позволяет очищать лимфатическую систему организма. Всякую там, знаете, ересь, ерунду с себя снимать. Павук. Вот он, я синенький. Так, смотрим. Все наклейки, ага. Одна наклейка у меня осталась, только из всех, которые я наклеил, а все остальные с меня слетели. Ну ладно, может быть потом мы их приклеим. Поехали. Поехали, поехали. Так, мистер Ромка хочет ехать справа. Направо, ну поехали направо тогда. Почему бы нет? Сейчас мы постараемся с вами отыгрывать прям настоящую саппорт-роль. Честно говоря, ну, что есть у механика? Ну, сейчас будем изучать его. Честно говоря, у меня не очень большое количество игр на механике. Я считаю, что самый сильный механик среди экзотанкистов это мистер Мойс. Вот, потому что данный человек умудрялся убивать меня на механике, когда я был там на шторме. Это вообще уму непостижимо, как я умудрялся отлетать, да? Но давайте-ка все-таки учиться играть. И сейчас будем рассматривать, что же можно делать на механике. Итак, в первую очередь механик силен тогда, когда он... Ну, по сути, есть танки по роли, да, если делить. То есть фронтлейнер, это тот танк, который и впереди, да? И есть танк, который сзади, да, вот смотрите, мы видим то, что у нашего союзника хп мало, мы кинули ему дрона, он хилится, и вражескому танку тоже кинули дрона. И по вражескому танку весь входящий урон от всех союзников, он заходит повышенный. И мы, по сути, наша основная задача это встать в таком месте, в котором нас сразу не найдут. Вот, найти союзника, кинуть на него хил, опа, и левел мы сразу же апнули. Сразу у нас появляется талант, либо альфа-ремонтник, либо альфа-диверсант. Альфа-диверсант силен тогда, когда у врагов есть источники хила, которые прям нужно блокировать. Вот, допустим, есть танк, дракон. Он хилится просто люто, особенно если вы втроем его уничтожаете. Он прям капец как сильно хилится. И вот против него я рекомендую вам брать альфа-диверсант. Либо любой источник хила можно полностью заблокировать. Но если источника хила много нет, то берете левый талант. Он позволит вам самому хилить лучше. Так вот, мы тут невидимы, и никто нас не узнает, что мы тут находимся. Но если я сам не буду стрелять. Вот. Кстати, вот по поводу механиков у механика, да, самое крутое у механика это то, что у него есть два дроида, которые вот так вот, видите, вылетели, телепортировались, стали у врага, и ты, по сути, и они делают дебаф по врагу и баф по союзнику. Вот мы бафнули союзника, и так, ну, типа, получается, что Ромка, мой союзник, он вообще практически неубиваемый. Его и так сложно убить, потому что он страшный, он вообще жирный, но его не убить вообще, потому что я его по КД хилю. В этом случае я вынуждаю врагов либо полностью весь урон отдать страже, либо пойти и найти меня в замесе и уничтожить меня, потому что они рискуют его никогда не убить, вообще никогда. Вот, если я вот так себя правильно, грамотно веду. Вот, давайте захилим. Великолепие вот этих двух способностей в том, что на них нет отката. Как только первая закончилась, ты сразу же кидаешь вторую. Все. Красота какая. Красота, смотрите, уже 3-й уровень апнул. Всех, кто сюда приехал, мы всех разбомбили. Вот комба, получается, страж и механик очень хорошая. Понимаете, почему она крутая? Потому что у стража, во-первых, страж сам стреляет. Во-вторых, у стража есть вот такие вот штуки.
который тоже стреляет. И я вешаю дроида, который увеличивает весь входящий урон по врагу. И вот эти вот... И урон, который наносится турелями, тоже увеличивается. И это круто. И это прям капец. И получается, враг даже не может это знать. Откуда же такой дэмэдж лютый зашел? Механик выглядит имбой в прямых руках, лютый, особенно связки ТТ. Да, он прямо выглядит имбой в прямых руках. Прямо все... Но я вот скажу сразу, да, я когда вижу, когда играю против механика, я вот не могу успокоиться до тех пор, пока что не найду его, где он находится, и не убью его. То есть я прямо считаю своим долгом прям проехаться вглубь куда-нибудь, да, и попытаться найти. И зачастую, если вот вы будете играть против сильных игроков, они будут пытаться вас найти любой ценой. По сути, вы врач. Вот, поэтому вы должны быть готовы к этому. Потому что за вами начнется охота лютая. Союзники отправились к нам. Вот видите, вот мы, получается, приехали на точку, и всех, кто к этой точке приехали, всех сразу моментально в секунду уничтожили. И просто не дали ни единого шанса врагам. Тупо комбой. Кабинушка такая получилась. Вот. Ну вот смотри, если прямо очень тебе нравится Charismatic Cat играть на механике, то играй, да, можешь его покупать. Вот. Но я скажу сам, я лично механика брал после того, как купил дракона. Вот. После того, как купил дракона, да. Вот эти вот первые 5 были бесплатные. Я купил дракона, потом механика, потом Теслу, потом старика, потом клинка. Вот такие дела. Не успели мы обсудить таланты. А мы обсудили только первый талант. Ага, мы обсудили, во-первых, только первый талант. Ультимативно не успели. Так вот, ультимативная у механика, что она делает? Она лечит вас. То есть, если как только вы начинаете супер сильно, получается, сейвить своих союзников и мешать врагам, то враги начинают понимать, они начинают врубаться. Вот, оказывается, вот этот игрок вот на этом танке, он супер силен, надо его фокусить, да. И вот ультимативная механика, она лечит вас самостоятельно. Вы нажимаете, вы сами лечитесь. Причем вы бы видели анимацию. Я вам сейчас покажу. Я обязательно получу побольше урона и выхилюсь. Я вам покажу. Это просто капец. Это самая крутая анимация в игре. In my opinion, in my honestly opinion. Вот я вам говорю, да, потому что там у вас из корпуса выезжает рука, получается роботизированная, и лечит вас самостоятельно. Знаете, у вас такой процесс происходит технологически интересный. Бз-бз, и вы лечитесь. У меня чуть дьявола. У меня паранойя на союзников еще и других танков, так что мне есть время подумать. Да, подумай, а что Диабло не взял? А я потому что на Диабло все задания выполнил. И у меня сейчас есть задание отыграть выиграть 8 игр на техниках. Поэтому я сейчас буду комбинировать и механика, и киборга. И так буду брать. Вот. Так вот, я сейчас специально покажу вам, как работает ультимативная механика. Прям вообще красотища. И вообще, ну то есть, он настолько проработанный, этот танк. Вот смотрите, вот корпус, да? Вот это место для одного дроида, вот оно второе. Вот эта вот часть, вот эта вот штучка, это вот робот, который вот так вот вылезает в корпус и вас вот ремонтирует. Это прям супер красиво выглядит. Сейчас мы постараемся получить урон, апнуть левел, и я вам покажу, как он работает. Прям красотень лютая. Я прям вижу, да, что разработчики заморочились над вот обрисовкой вот этих вот штучек. Поэтому едем дальше. Ну, давайте поможем первую точку захватить. Сразу же кидаем на Виза Хонекса дроид. И видите, все мы втроем скинулись по тычке, он сразу умер. Буквально сразу за секунду. Опачки, опачки, вуаля. Смотрите, даже я убил. Вот я красавчик. Геннадий чисто красавчик. Поехали дальше. Так, Wurst Brot Destroyer. Так, Флир Медвежатник. Интересные никнеймы у тебя, конечно. Супер интересные. Поехали захватывать точки. Если либо захвачу одну точку, либо уничтожу одного врага, мне сразу появится ультимейт. И я постараюсь его показать. Представляю реакцию противников, которых рашит механик. Рашит, ты имеешь в виду пушит, который прям, знаете, ну да. Да-да-да.
Есть такое. Ну, с другой стороны, смотрите, у механика же вот, он же ведь увеличивает урон. Если правильно стрелять, то можно, в принципе, и заражить. Но тут, знаете, нужно быть, во-первых, немножечко, чтобы у тебя было немножко везения, чтобы ты, попадал, враги, промахивались, и, во-вторых, хилиться, вот. Взяли талант на хил, и сейчас постараемся получить урон от врагов и захилиться. Покажу. Не помню, что делает таланты 4 уровня, потому что я не часто, получается, доживал до 4 уровня. Либо игра заканчивалась быстрее, либо я проигрывал быстрее. Вот. Хилю союзника, мешаю врагу. Давайте. Чисто затаранили, чисто убили. Итак, наша с вами задача... Опачки, кого я еще убил? Лол. Сейчас моя задача заехать в центр драки, получить немножко урона и захилиться самостоятельно. Так, союзника, Ромка, хилит тебя. Вот, кстати, я хочу с тобой согласиться, Charismatic Cat, что я лично сам тоже так делаю, когда я прихожу в новую игру, я стараюсь брать саппортов, да, вот, потому что, ну, на саппорте чуть-чуть полегче играть. На любом саппорте чуть-чуть полегче играть, чем на любом каком-нибудь там сильном дамагере. Потому что ты всегда знаешь, что делать. Всегда понятно, что делать. А на дамагере тебе нужно думать, кого же фокусить, кого же защищать, да, что же еще можно делать. Если ты прям молодой игрок, то да, это можно. Так, давайте еще получим урона. Прям подъедем вплотную к врагу. И потом спрячемся и захилимся. Так, враг наносит урон. Хороший враг. Опачки, что это такое? Ага, все понял. Я уже думал, что враг сразу по двоим использует кибератаку. Но лично на меня кибератака действовала, и потом мой союзник тоже использовал кибератаку на врага. Видите, какая интересная штукенция. Мне нужно, чтобы я получил побольше урона. Я хочу, чтобы ультимейт хорошо сработал прямо. Так. Где враги-то? Где не лестница, не лестница? Или можно подъехать поближе к врагам вот сюда, чтобы они меня атаковали вдвоем. Так, разворачивайся, стреляй в меня. Так, все, стрелять, отлично. И сейчас, смотрите, прошу внимания. Нажимаем F. Что происходит? Вот из-под корпуса вылезает такой мини-робот. Он занимается, получается, что-то вам сваривает, и вы хилитесь. Видел, да? Аристократ. Видел, что произошло? Как ультимативно мне сработало? Интересно так сработало. Так, кидаем хил на союзника, кидаем дебаф на врага. Хорошо. Разворачиваемся и едем перезахватывать точку. Вон там у меня Ромка, в 500 метрах от меня на лоу хп. Надо бы его захилить. Едем к нему. Ромка, получается, почти перезахватил точку. Надо его захилить. Мило, однако, да. Да-да-да. Сейчас мы. Я даже 3 килла сделал. Я даже сделал 3 килла на нем. Так, Роман, я тут. Я пришел тебе хилить. Вот. Видите, с талантом я практически на фулл хп захилил Ромку. Вот практически на фулл хп. Это чисто талант. А у меня кулдауна нет на этой способности. Понимаете? Нет кулдауна, вообще нулевой кулдаун. Сколько угодно, столько. Доброго вечера, Геннадий. Добрый вечер, Миша 47 Рус. Вот. Как здесь вообще таран работает? Я не могу понять эту механику до конца. А о каком таране идет речь? О таране у танка Диабло или о таране вообще любом таране?
врезании любых танков в других танков. О каком именно таране идет речь? Если ты мне расскажешь, то в принципе... Кстати, смотрите, друзья мои. Видите, у нас есть... у нас всегда есть либо за нас, либо против нас дроны. После 5 минут появляются. Механик может лечить дронов. Зачем нужны дроны? Дроны нужны для того, чтобы заезжать и захватывать точки. Если дрон видит то, что есть хотя бы одна незахваченная точка, он едет туда и захватывает. Вот. И ты вот раз захилил, и все, пошло-поехало. И хилится оно. И дрон может на лоу хп быть, а по-моему 1500 хп. Ты его захилил, и он такой красавчик, и поехал дальше, отвлекает внимание. Ты такой... Вот. У всех машин, в принципе, он есть. Но по поводу тарана, да, если таран вот такой, сейчас покажу, вот такой, то он есть у всех машин. Но по поводу урона я вообще ничего сказать не могу. Этой информации нигде нету. Вообще, ну как хочешь, ты не найдешь. И, скорее всего, вот этот вот урон, который от столкновений, он зависит от того, от массы твоего танка, во-первых, и во-вторых, от скорости. То есть, по сути, это как физика, да? Чем больше импульс, масса плюс скорость, тем больше урон. Вот. Но есть другое, но есть исключение. Есть одно исключение, есть танк Диабло. У него прямо в описании написано, что на него не работает урон от столкновений. Почему? Потому что у него есть механика тарана, вот этого каркасного, которая не наносит ему урон, и при этом он всем остальным наносит. Сейчас покажу вам. У Диабло это написано, по-моему, тут, да? Нет, не тут. Ну, короче, это где-то было написано. Так вот, Диабло, когда он не получает урона от столкновений. Все остальные танки получают. И все такое. У всех машин, в принципе, так, в описании написано вон. Подожди, я что-то какой-то криворукий. Давай-ка гляну еще раз. Где написано это? Ага, все. О, господи, да, не получается. Я понял, где написано. Я, короче, смотрел здесь снизу, и оказалось, что не там. Все, сейчас мы берем следующий танк. Это Киборг. Вот. Так, давай. Я по-моему, за механика не рассказал, что делают его таланты 4 уровня. Ну ладно, в следующий раз скажу. Сейчас берем Киборга. Потому что нужно немножечко, знаете, зафлексить. Взять другой танк. Все время одного танка пикать нельзя, чтобы скучно не было. Вот сейчас будем играть в Киборга. Киборг абсолютно такой же танк по роли. Ну, то есть, ну нет, абсолютно другой танк по роли. Но он такой же сложный танк. Киборг реально сложный танк. Вот на нем нужно уметь, да? Потому что Киборг, во-первых, у него способности, 2 из них. Это самые сильные способности, которые могут заставить тебя остановиться. Вот 2 способности, это кибератака, и ультимативно она просто останавливает. У Киборга есть способности, которые просвечивают всех невидимых. У Киборга есть способности, которые уничтожают все абсолютно устройства. И турели, и усилители, и все уничтожают, абсолютно все уничтожает, да, вот. Но при этом у Киборга есть небольшой минус в том, что у него очень ограниченное количество боезапаса. То есть ты стреляешь, урон хороший, прям крутой, но он заканчивается очень быстро. Прям за секунду заканчивается. Вот, техников игры, конечно, маловато пока что. Да, техников маловато, но техники на самом деле они очень интересные. Они самые интересные. Потому что на технике ты можешь и то, и другое. Ты можешь и лечить, и помогать союзникам, и мешать врагам, да? Вот, и техник в этом плане... Киборг в этом плане супер уникальный танк. Вот, сейчас будем на нем учиться играть. Вот эта способность да, это способность, которая позволяет, во-первых, она позволяет дизейблить врага. Дизейблить это делать врага неспособным к чему-либо. Вот от слова able, да, disable, да, вот. Но она также, помимо того, что она делает неспособным врага, он делает неспособным и друга. Давайте покажем пример на Ромке. Вот, все. Ромка ничего нажать, к сожалению, не может, вообще никакую кнопку, стоит АФК. Но при этом Ромка не получает никакого урона, полностью неуязвимый, полностью неуязвимый. То есть одна и та же способность, она кастуется и на союзников, и на врагов. Вы можете сделать и то, и другое. Вы можете
и помешать врагу там кастовать способность, возьмем, к примеру, Шторма. Он кастует свою способность и стреляет в вас этими... Какие молнии? Стреляет, короче, в вас Шторм, либо вашего союзника ракетами. Вы кидаете на него виртуализацию, потому что виртуализация, эффект за 1 секунду срабатывает, и это супер круто. Прям за 1 секунду вы сразу же блокируете все его выстрелы, и он больше не стреляет. Он стоит АФК, ничего не делает. Вот. И это супер круто. И вот этой же способностью вы можете засейвить друга своего. Представляете себе ситуацию, что вот, допустим, ваш союзник, возьмем, к примеру, вот Амадеус, вот он Диабло, он стоит на месте, в него врывается с огромной скоростью другой Диабло и уже готов ультануть, да, и твой союзник Амадеус в любой момент может умереть. Ты кидаешь на него вот этот вот спелл, вот этот вот хороший спелл, и он становится полностью неуязвимым к любому входящему урону. Это супер крутая способность, потому что у нее очень много различных вариантов применения. В игру можно добавить гусеничный дрононосец, который будет воевать с помощью дронов и турелей. Дрононосец звучит, в принципе, интересно. Вот. Гусеничный дрононосец. Так вот, смотрите, есть еще у меня ультимативная способность. Так вот, если у нас действительно, если в игре действительно появится дрононосец, то его будет контрить очень легко и очень быстро киборг. Потому что киборг с одной способностью уничтожает... Киборг очень токсичная и эффективная машина. Я вернулся и пропустил... Да. Немножко пропустил, но потом пересмотришь в этом. Сейчас я рассказываю о возможностях киборга, да? Вот сейчас я заеду и нажму вот эту штуку. Опачки, все спят, все ничего не делают, все АФКшат. И вот эта же способность, она очень крута, когда вы штурмуете. Представим себе, что вы спецназовец, да? Вот, представьте себе, что вы спецназовец такой крутой мужик, харизматичный, вот такой вот, весь из себя, ну, типа, источаете тестостерон, а враги сидят на базе, либо сидят в каком-то помещении, закидали туда всякими, знаете, минами, все, короче, все стоит и все, капец, и ничего нельзя поделать. В этом случае вы берете киборга, залетаете на скорости, нажимаете ультимативную, и все устройства, которые были в радиусе поражения, все уничтожаются в 1 секунду. Опс, и все. Урон малый за магазин. Да, урон малый за магазин. Сам по себе урон хороший, но с очень мало. Не хватает. Вот, и это, кстати, мне тоже в нем нравится. Потому что если бы у него было много урона, то он был бы самым сильным танком в игре. Но то, что у него магазин быстро заканчивается, это элемент баланса, я уверен. Так вот, видите, но зато кулдаун-то 5 секунд, да? Ну, вроде не такой маленький. Не такой большой кулдаун, не 16, да? Как у Шторма. Так вот, способности у него такие многофункциональные, ультимативные, 2 применения имеет. То есть, первое применение, это когда ты, опа, станешь врагов. Второе, уничтожаешь все устройства. Все турели уничтожаются, все уничтожается. Все дроиды, все уничтожается. Вот эта способность Left Shift зачем нужна? Во-первых, просвечивать невидимые объекты. Это диверсант, да? И Б, допустим, ты не знаешь, где враг. Он стоит за стеной. Нажал эту штуку, ты просветил. Все. Соло 1 на 1 может кого угодно разобрать, особенно если он прокачан. Ну, опять же, вот вопрос по поводу соло, да? Видите, тут такая игра, что очень много переменных, которые нужно учитывать. Есть ли у любого врага ультимативная способность? Какой у него уровень? Какой у него кулдаун способностей, да? Какой у него кулдаун основного орудия? Есть ли у него заряды, да? Как он тебе стоит спереди, сзади, сбоку? То есть все очень индивидуально. Все очень сильно зависит от ситуации. У него 3 заморозки, ты просто будешь не успевать стрелять, а он будет хилиться. Ну, видишь, харизматик Кэт. От ситуации зависит. Слишком много переменных, которые нужно учитывать, чтобы такое говорить. Если ты внимательный игрок, и ты считаешь кулдаун способностей врагов, то да, ты можешь найти такой момент времени, когда ты можешь любого уработать. Ушатать абсолютно любого. Поэтому вот он ушел. Вот сейчас я постараюсь показать вам, как можно применить Left Shift. Сейчас нам нужно найти такого врага, которого мы не видим, за стеночкой.
и нажмем эту кнопочку. Сейчас, подождите. Вот тут вроде врага нет. Ага, нет, вижу. Вот, смотрите, тут врага нет, да? Или нет, его кто-то видит, видите? Его кто-то видит, надо, чтобы никто не видел. В этом случае я бы сейчас нажал. Вот, его видит, да. Вот, смотрите. Вот у него тоже такая штучка есть. Сейчас я пробую. Не. Короче. Сейчас. О, я спрятался. Исчез из вида. Все, видели? То есть, вы, если кто-то из врагов исчезает из вида, вы можете просветить через любые препятствия. На тебе раз, на тебе два, на тебе три. Морская фигура гори. Вот. И пошел, поехал. Если никто мешать не будет, то вполне, я считаю, до отката первой способности. Когда ты не можешь наносить урон, скорее для того, чтобы перезарядить другие заморозки. Но вообще, может, ты и прав, босс. Да. Но я отношусь к этому так. Очень много факторов, которые нужно учесть, чтобы делать такой вывод. И смотрите, вот у киборга, я вот тоже не рассказал, есть на первый талант, да, есть такая способность, как маяк. Она совсем недавно появилась в игре, ну, относительно недавно, да, вот, по-моему, в сентябре. Вот, и вот этот маяк, он, вот смотрите, танки видны только тогда, через стенки, когда его видит хотя бы один из ваших союзников или устройство. Так вот, у киборга есть талант на маяк. Это определенного типа устройства, которое просто стоит и ничего не делает. Он просто стоит и дает vision. Если вы эти три штучки раскидаете так, то вы будете видеть всегда врагов. В любом месте. Особенно играет большое значение, когда вы дефаете какую-то точку в здании, да, вот оно здание, и вот вы держите оборону в здании. Это очень стратегическое, да, вот применение способности у киборга. Я бы сравнил киборга, да, вот как одного из таких вот крутых персонажей из игры Rainbow Six Siege. Он прям супер важный для того, чтобы либо охранять какую-то точку, либо ее штурмовать, эту точку. Вот он прямо такой вот прикольный танк. Он просто это ничего не делает. Да, временно устанавливается. Да, согласен, временно устанавливается. Вот. На определенный промежуток времени. Да, ну то есть стоять и ничего не делать, это тоже получается важно в игре. Видимость, vision дает. Видите, вот если вам, давайте я вам расскажу, как я вот вижу игру, да, вот смотрите, тут вся территория игровой карты, она делится на два типа. Это открытое пространство и закрытое пространство. В открытом пространстве ты всегда знаешь, где враг находится, и в открытом пространстве сильны те танки, у которых высокий ДПС. Да, вот они видят, потому что тебя атакуют. Но есть закрытое пространство. Вот сейчас у нас Нерри потерянная колония. Я вам сейчас покажу специально. Поеду, покажу, где вот... Ну, вот очень такое, знаете, место вполне такое интересное. Очень интересное именно тем, что оно прям закрытое пространство. И там нужно вот уметь подобрать, ну, типа, нужную способность, нужное время. Есть способность, которая долго кастуется, есть способность, которая быстро кастуется. И там... Вот. И вот киборг, как мне кажется, очень силен в закрытых пространствах. Вот если, допустим, шторм, он... А, нет, это мы... А мы, получается... мы были в Нерию, нам нужен Кверин, точно. Вот когда дождемся Кверин, я покажу вам в Кверине, да? Вот в Нерию просто очень много... Почти все пространства открытые. Закрытых пространств почти нет. Вот. А данный танк, он очень силен в закрытых пространствах. Очень силен в закрытых пространствах. Потому что всякая лабуда, табуреточка, песочек, машина, все это мешает тебе стрелять. Это все ну, типа, во-первых, ты за ней прячешься, во-вторых, оно мешает твоим снарядам лететь. Вот. И чем больше таких вещей, тем сложнее врагу на тебя нацелиться. Но киборг в таких ситуациях всегда знает, где враг, потому что у него есть талант, маяк, который показывает. Во-вторых, у него есть вот это вот просвечение, и это супер сильно. Так, видим, игрок под ником Зло едет в нашу сторону.
Так, видим. А, подождите, я, получается, отменил кибератаку-то. Ой, какой же я интересный игрок. Я отменил кибератаку. Ладно. Так, видим то, что наша точка союзная захватывается. Кто-то из врагов сразу на нее приехал и начал захватывать. Поехали, поехали мешать. Кто это же это может быть? Мистера Зло мы уничтожили. Кто-то нехороший. Поехали отбиваться. Батишта. Он уже 1/4 захватил. Ух, все. Так вот этой штукой мы можем, знаете, спасать людей от града шторма. Шторм, ну типа, отправил вас, у вас эту штукенцию. И вы такие, опа, защитили. Все, мистер Веном, стойте на месте, стойте на месте, стойте на месте. Так. Какую машину, по твоему мнению, нужно апнуть? Что значит апнуть? Вот, смотрите, маяк. По моему мнению, пока что апать никакую машину не нужно. Я серьезно, я думаю, что пока что все машины очень-очень достойны друг друга. Я бы сейчас никакой машину бы не апал. Я бы очень хотел, чтобы в игре появилось больше людей, потому что, видишь, мое же мнение, оно субъективно. Апнуть лучше. Я понимаю, да, я понимаю, ну то есть изменить там таланты, как-то переделать способности, я понимаю, что ты имеешь в виду, но я считаю, что просто вот мое мнение о танке, оно может быть неправильно. Я субъективный, я очень субъективен, и я вижу и рассказываю о том, что я вижу, видишь, но проблематика в том, что когда появятся новые игроки, они придумают новый способ использования этих танков, о которых даже я никогда не представлял. Понимаете? Вот есть игроки, да, старые, которые думали, что вот эту способность виртуализации можно отправлять только на врагов. А теперь на союзников. Новые игроки пришли в игру, и они нашли вот новый путь. И все, это новая мета. Красота. Вуаля, да? И я уверен, то, что я знаю не все. В этой игре я знаю не все. И это меня очень сильно мотивирует. Я очень жду новых игроков, которые придут и расскажут мне: Гена, смотри, а вот так теперь можно тоже. Вот это ты красавчик, да, вот это ты молодец. Вот. Я жду, когда появится побольше молодых игроков, сильных, молодых задротов, которые научат меня играть в игру. Я сам вроде неплохо играю, но я уверен, что множество вещей я не знаю. Множество вещей. Вот, смотри, я поставил, вот она, вот, смотри, вот она стоит и дает вижен. И меня научит чего-то еще. Максимум поправить дракона киборга. Так вот, я считаю, что сейчас действительно я бы ничего бы не правил. Вот. Дракона и киборга, ну не знаю. Может быть и стоит, но мне, знаете, у меня сейчас нет такого, что я на каком-то танке прямо люто не хочу играть. Мне ни один танк не кажется суперсильной имбой, да? Вот возьмем тот же самый дракон. Но вот он в первых левелах, в нижних левелах, да, он, ну, относительно такой вот слабый, а потом, когда апнет левел, он прямо очень сильный, очень-очень сильный. Но его контрит получается механик, потому что механик может отключить ему любой хил, все виды хилов механик может отключить, и все, дракон уже не работает, вообще не работает никак, да. У дракона вот вообще, ну, урон тоже довольно-таки специфичный, вот. И у него вообще чуть ли не половина урона дракона, она завязана на контроле территории. То есть вы стоите, и эта штука там горит, и он наносит урон. Вот, поэтому я бы ничего не делал. Я, конечно, ленивый. Всем понятно, да, что я ленивый. Но мне действительно кажется, что нужно... Я бы добавил бы новые танки. Я бы хотел бы новые танки. И вот когда уже потом появятся новые танки, появятся новые игроки, уже смотрел бы, что нужно фиксить. Теперь нужно немного больше разнообразия, больше карт как минимум, и мотивации играть, чтобы привлекать больше игроков. Говорю, это из новичка, да. Надо новых механик, согласен. Ну, я с этим абсолютно согласен. Вот. Карт новые должны быть, да, абсолютно. Механики тоже должны быть. Ну, в принципе, ну, давайте подумаем. Давайте представим, что бы вы хотели увидеть в игре. Вот.
Потому что зачастую, чем мы с вами занимаемся на стриме, мне нравится стримить, потому что я, во-первых, играю, кайфую, во-вторых, я выражаю свое мнение, и мое мнение, оно периодически меняется, потому что вы мне говорите какие-то интересные штукенции, и я... Причем очень важные, хорошие штукенции. Я такой, да, вы правы. Вот, давайте предложите мне какую-нибудь идею, ну не мне, а вообще всему комьюнити, всем разработчикам, чтобы можно было бы добавить в игру, чтобы было бы чуть-чуть интереснее. Что бы вы хотели? Чтобы именно повлияло на вас лично. Союзники захватили вражескую базу. Отлично. В игре, как по мне, уже много механик уникальных, но вот играть на одних и тех же картах надоедает. Ну, согласен. Карты, конечно, нужны. Карты нужны. Ну, это, с этим, конечно, поспорить нельзя. Без сомнений, карты должны быть новые. Хорошие. Смотрите, 14 помощей. Вот это я, конечно, красавчик. Вот это я, конечно, гений. Вот. Ассистов. I'm assistant. Так, давайте смотрим, что у меня по заданиям. Выполнено 4 из 8, да? Давайте так, давайте ластецкую каточку поиграем, послушаем ваши предложения и пойдем отдыхать. Соло последнюю ласт каточку и пойдем отдыхать. Что вы там расскажете, придумаете? Вот харизматик Кэт говорит, что нужны карты. Абсолютно согласен, карты нужны. Вот. Может быть, режимы нужны какие-нибудь другие интересные. Может быть, какие-то механики, да? Вот. Например, возможность... Я читал, кто-то писал в Дискорде, что ему не хватает возможности кинуть деньгами в разработчиков. Вот хочется взять и кинуть деньги. Я читал такое, да, действительно было. Возьмем, знаете кого? Дракон. Я бы что-то сделал с экономикой, ибо она очень слабо ощущается. У меня нет как таковой мотивации копить ресурсы. Подожди, а танки ты за какие деньги покупаешь? Вот смотри, ты хочешь взять себе танк следующий, да? Ты мне спрашивал, либо механик, либо дракон, либо Тесла, либо старик, да? А вот за какие деньги ты хочешь эти танки купить? Ну, то есть, вот мой соглашается с тобой. Ну, наверное, есть в этом что-то правильное, да? Вот. А получается, что разработчики дают тебе возможность либо нафармить эти ресурсы, и за эти ресурсы купить танк, либо заплатить рублем. То похоже, что я складно писал. Например, крафт чего-нибудь. Ну смотрите, понимаете, в чем прикол-то? Вот я сейчас, вот давайте, я субъективно, мое мнение всегда субъективно, и вы все должны это понимать. Но как только появится механика крафта какого-нибудь вещества, да, то видите ли, в чем великолепие игры? Она очень спортивная, Чтобы в ней выигрывать, нужно быть прямо, во-первых, понимать игру, во-вторых, у тебя помимо понимания должен наработаться скилл, скорость реакции, да, вот, на разные триггеры. Вот. И как только вы ведете, ну, то есть, как только появится крафт чего-нибудь, каких-то элементов, это не ведет ли это какой-то дисбаланс между игроками, новичками, которые только что пришли в игру, да, и теми, кто долго-долго в нее играет. Вот, по сути, сейчас великолепие игры заключается в том, что неважно, 1000 лет ты в эту игру играл, либо один день, танки одинаково сильны. Если ты шаришь и ты врубаешься за один день в механику, то ты в ней король. Да, но пока не хватает с головой бесплатных танков, слишком много доступно ознакомления в самом начале. Ну я... Смотрите, насколько прикольно то, что... Вы понимаете, что люди... Ну то есть... Вот Харизматик Кэт пишет то, что супер, настолько игра хорошая, что очень много бесплатного в начале игры, вот, что пока сидишь, учишься, ну, я согласен, да, круто. Это очень круто, великолепно, у тебя 5 танков на выбор, иди, играй, учись. Ну вот смотри, опять же, да, что мне нравится в игре? Мне нравится в игре то, что лично я очень много, вот видите, если вы заметите, то я очень много трачу денег в игре на всякие внешние финтифлюшки и прочую ерунду, да. Мне действительно нравится выглядеть красиво, выглядеть круто.
отличаться от других игроков. Я вижу то, что вот они здесь ездят, и я такой один уникальный, прикольный, да? Я бы лично хотел больше уникальности во внешнем виде. Я бы хотел нас такую уникальность, чтобы, знаете, можно было купить такую штуку, которая больше никогда не продалась. И вот она прямо, знаете, ну как, вот допустим, кроссовки от Рафа Симмонса Азвига определенного цвета. Вот у меня есть, и я знаю, что их после этого перестали выпускать. Вот это красота, вот это круто. Или, допустим, у меня есть Easy 500 Bone White, который последний раз выпустили в 2018 году, и мне супер классно. Я когда их покупал, я там покупал их, выигрывал по лотерее. И если в игре появится... Ну, лично я субъективно мнение свое выражаю, да, опять же, помните. Если бы в игре появились механики, когда ты какой-то скин супер уникальный приобретаешь, там, в честь какого-то праздника, мероприятия, и там пишется твое имя, как ты крутой игрок, то вот это было бы мне интересно. Лично мне было бы интересно. Вот, ну, потому что я такой, да, потому что я по жизни немножко в свое время был шопоголиком, я бы хотелось покупать какие-нибудь косметические улучшения. А вот другие люди любят крафтить, да, к примеру, вот их Charismatic Cat пишет, что крафта не хватает. Вот. Может написать еще что-нибудь. Кастомизация круто, но она не постоянная, и я не могу задать стиль своей машине на постоянку. А тебе хочется действительно на постоянку стиль машины задать? Ну вот смотри, опять же, вот я сейчас... у нас сейчас, я живу в Петербурге, у меня сейчас на улице минус 18 градусов. Снег есть. За последние 3 года это первый год, когда снег действительно появился. До этого 2 года подряд снега не было. И я действительно соскучился, потому что у меня есть 2 пары крутых адидасовских кроссовок зимних. Я их просто не мог надеть. Я просто не мог их надеть, потому что снега не было. И это меня парило. Сейчас снег появился, я супер радуюсь, что он есть. Я их надеваю, и я себя комфортно чувствую. Да, мне вообще фиолетово какая погода, я могу одеваться и так, и так. Ну, вот мы, ну, видишь, и мне вот именно то, что... Представьте себе, что меня заставляют всю жизнь ходить в одних и тех же шортах. Мне не нравится ходить в одних и тех же шортах. Я покупаю несколько пар шорт, потому что хочу их менять. Ну, лично я, опять же, да. Как вы, я не знаю. Вот я не хочу постоянства. Мне не нравится постоянство. Мне нравится именно возможность меняться. Мне нравится возможность меняться в течение дня несколько раз. Рейтинг должен нести больше стимула играть. Да, согласен, потому что рейтинг это спортивный интерес. Рейтинг это то, что вот, говорит, что Геннадий крутой игрок, потому что у него высокий рейтинг. А ты чмо, к примеру, да? Или наоборот. Ты крутой игрок, а Геннадий чмо, потому что у него низкий рейтинг. Он, ну типа этот, рак. Мне нравится носить одни и те же шорты, если они мне нравятся. Ну вот видишь Charismatic Cat, как оно работает по-разному. Для твоего случая, знаешь, как оно должно работать? Ты должен выбрать для себя скин и не менять его. Вот, к примеру, да? Или, допустим, взять какой-нибудь наклейку и все время какую-нибудь вечную наклейку. Вот я жаловался на прошлом стриме то, что у меня на Диабло стоит вечная наклейка в виде офицера. Я хочу ее снять. Но проблема в том, что у меня одна такая наклейка. Это уникальная наклейка, подарок за то, что я приобрел игру за деньги. Вот. И, блин, она у меня одна. Если я сейчас сниму, переклею в другое место, я не смогу. Вот. И меня коробит то, что вот эта наклейка, она крутая. Но она мне надоела, я хочу новую, а снять ее нельзя, вот. Поэтому такие вот дела. Так вот, смотрите, мы сейчас ездим с вами на танке Дракон. Я вам хотел показать на этой карте места, которые очень сильно отличаются по геймплею от открытых пространств. Вот оно, открытое пространство. Открытое пространство — это очень опасное место для разных танков. В открытом пространстве ты можешь всегда уехать куда угодно, и ты всегда под прицелом. В закрытом пространстве, вот это мне здание супер nice, я его очень обожаю, прям B02. Тут геймплей совсем другой. Ты вот сейчас спрятался чел куда-нибудь, вон туда взял, разлил эту жидкость, все, он здесь больше не проедет. Если ему даже, видите, здесь единственное место, где он может отступить, это вот проехать по моей жидкости синей. По горючему. Вот он проезжает по ней и кайфует. Я его поджигаю, и мне круто.
Странно, что такую наклейку дали одну. Надо по одной на каждую машину. Ну, да, наверное, да, согласен. Вот. И вот, я вам говорил о разнице ощущения геймплея на открытых и закрытых пространствах. На закрытых пространствах ты можешь поставить вот такую мину, и никто не узнает о существовании этой мины, пока не взорвется. Он проедет, он не видит, да? И вот как флаг заехал, он взорвался. И это круто. Ты в закрытых местах ставишь различные препятствия и кайфуешь. Играешь как кемпер. Вот. И мне это нравится. Я бы хотел, чтобы было больше закрытых пространств в игре. Чтобы было больше возможностей стратегического и тактического такого вот, знаете, геймплея. Это мое субъективное мнение. Ну что ж, дамы и господа, Лондон. Да, Лондона принимаем, обязательно, друзья. Сейчас это была сегодня последняя карта. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Мы сегодня разобрали геймплей на танке Диабло. Я считаю, что Диабло это топ-2 танков для новичка, на которых обязательно нужно учиться играть во что бы то ни стало, чтобы понимать игру, чтобы понимать ее механики, да. Механики очень глубокие, механики очень красивые, очень классные. И вот. Поэтому мы 1,5 часа обсуждали этот танк, немножечко обсудили танки типа Механика и Киборга, выполнили одно задание. И в следующем стриме будем выполнять еще все остальные. Вот это задание я специально выполнять не буду. Буду ждать, пока появится еще 2. И вот постараюсь в среду все выполнить. По мне, в игру нужно внести более подробный показ TTX. Что такое TTX? И TTH, что такое? Чтобы полностью понимать все плюсы и минусы собственной машины. TTX. TTH. Вот я абсолютно с тобой полностью согласен. То, что нужно полностью понимать все плюсы и минусы собственной машины. Дело в том, что в старой версии игры такое было, и потом его убрали. Ну, то есть, вот эти все вещи, которые я, типа, техника тактических характеристик согласен. Вот эти все вещи, я думаю, что откуда рассказываю. Я же просто играл в игру в марте, и это все было написано в марте, это было в игре. Просто его потом убрали, потому что, ну, типа, видимо, разработчики думали, что игроков это будет отпугивать. Но лично меня нет, мне это очень нравится. Вот. И сейчас я вам рассказываю эту информацию, потому что это все было написано, и эти выводы можно было сделать, прочитав описание и поиграв немножко. Поэтому, да, вот, наверное, было бы неплохо попросить разработчиков в каком-то небольшом объеме эти характеристики в игру вставить, да, вот, про скорости, про все такое, про броню, потому что это супер интересно и это супер увлекательно, и ты сам уже выбираешь свой геймплей. Поэтому всем спасибо, сегодня стрим пятничный, все красавчики, много было игроков, зрителей, вопросов было очень много, а я люблю вопросы, да, я для этого и стримлю, чтобы общаться. Всех с пятницей, всем хороших выходных, займитесь важным для вашей жизни делом, отдохните, например. Отдых это тоже очень важно. Поэтому всем спасибо. Спасибо за стрим. Много слушал, читал вас. Много для себя по игре танка подметил. Спасибо, Миша. Тебе большое спасибо. Всем пока. Жду вас на стриме в среду. Все красавчики. Всем пока.